Едем в сторону Куршумли, смотреть на чудо природы. Что не видел, то чудо природы, скажете вы. Так и есть. Город Дьявола вошел в топ-77 конкурса «Новые 7 чудес природы». Это был глобальный опрос, продолжавшийся с 2007 по 2011 год. Было более 440 участников, представляющих более 220 стран мира. Посмотрев это видео до конца, думаю, вы со мной согласитесь, что город Дьявола по праву можно назвать чудом природы. Итак, мы приехали. Нас окружает чудесная природа. Мы находимся на горе Радан на высоте 610 метров над уровнем моря. Нас ждет совсем легкая и приятная прогулка. Цена входного билета 350 динар. Ребенок бесплатно. Город Дьявола относится к деревне также со странным названием Джаке. Оно происходит от албанского слова «джак» – «кровь». Да, все названия здесь будут в таком стиле, потому что они дошли до нас из темных времен, когда люди были очень суеверны, и все нестандартное вызывало у них страх. Скульптуры при входе не случайны. Они изображают молодоженов по одной легенде, которую я расскажу чуть позже. Горняки немецко-саксонского происхождения пришли в Сербию богатой рудой, прежде всего цинка, свинца, серебра и золота в середине XIII века. Строили здесь поселения и рудники. Гора Радан – то место, где добывали железную, медную и алюминиевую руду. Здесь сохранилось 3 шахты. Одна из них исследована на глубину 800 метров. Жуткую картину образует красный источник. Его необычность заключается в том, что вода в нем очень кислая, pH 3,5, имеет высокую минерализацию 4,4 грамм на литр воды, имеет красный оттенок из-за высокого содержания железа в своем составе. Пить ее нельзя. И эта живописная речка, которую вы видите, называется Желтый поток, желтый ручей, тоже специфического цвета, из-за постоянного окисления железной руды. Итак, обещанная легенда. Жили в деревне скромные мирные жители. Дьявол, охотник за душами, не мог на это смотреть спокойно, приготовил им чертову воду, чтобы они забыли о семейных отношениях. Выпив воды, обезумевшие жители деревни решили поженить брата и сестру. Одна добрая фея пыталась образумить гостей, но ее никто не слушал. Все отправились в церковь на венчание. Тогда взмолилась она Богу с просьбой, и он услышал ее молитвы. Соединил небо и землю, подул сильный ветер и окаменел присутствующих на свадьбе. Так появились земляные башни. Земляные фигуры расположены в 2 оврагах, разделенных узким водоразделом, исходные части которого сливаются в единую эрозийную линию. Овраги также имеют странные названия. Один – дьявольский овраг, а другой – адский овраг. Всего насчитывается 202 башни высотой от 2 до 15 метров, шириной от 0,5 до 3 метров, с каменными блоками сверху, иногда весом до 200 килограммов. Они являются результатом специфического эрозийного процесса, который идет веками. Они формируются, растут, изменяются, укорачиваются, постепенно исчезают и появляются заново. Под воздействием дождевых капель рыхлый почвенный субстрат растворяется и уносится. Однако каменный блок, венчающий башню, защищает находящуюся под ним землю. Обычно они формируются в осадочных и вулканических породах. Город Дьявола находится на кальдере вулкана. То есть миллионы лет назад был здесь вулкан, его стенки разрушились по тем или иным причинам, и он просел, образуя котловину. На эрозию влияют климатические факторы – ветер, солнечные лучи, перепады температур и так далее.
Так как здесь приличный уклон местности, увеличению высоты колонн способствует эрозия водой, которая обтекает их основание, смывая материал. Это почти пересохший дьявольский источник. Он еще более кислый, чем красный. Получается, город дьявола со своими башнями находится в постоянном, еле уловимом изменении. И никто не знает, как они будут меняться. Еще одна из легенд гласит, что башни – это окаменевшие черти, которых люди долгое время носили на своей спине, страдая от зла и бед. Переночевав рядом с церковью Святой Петки, люди избавляются от своих демонов, и они превращаются в окаменелые статуи. Святая Петка – Параскева Пятница, Параскева Сербская, покровительница женщин, детей, целебных источников. Церковь построена из дерева и камня на фундаменте церкви XIII века. Раньше сюда приходили женщины из окрестных деревень, зажигали свечи, повязывали платки, оставляя таким образом здесь свои болезни и недуги. Вы сейчас можете увидеть платочки, повязанные на деревце. Также существует предание. Один человек очень сильно и долгое время болел. В этом месте ему явилась фигура святого. Он провел здесь 7 дней и полностью исцелился. В знак благодарности он построил на этом месте церковь. Сейчас 7 дней в этой церкви хранятся камушки, собранные здесь, которые можно приобрести в сувенирной лавке для счастья и здоровья. А также 7 дней стоит дерево с платочками в церкви для исцеления страждущих. Затем они закапываются. Иконы на каменных панно выполнил художник Братислав Анджелкович. Он также нарисовал изображение князя Лазаря на муравьином брюшке. Жаль, что мы ничего не разглядели. Видно очень мелко. Как же все тут загадочно переплетено адско-чертовское со святым. Так, душу мы очистили, теперь нужно очистить тело. Едем в баню. А пока предлагаю облететь весь мир и посмотреть, где еще такой природный феномен. Из Сербии в Альпы, в Италию, провинцию Южный Тироль, коммуну Ренон. Здесь их так и называют – земляные столбы Ренона. Всего столбов около 150 штук, высота их достигает 40 метров. Они выше сербских, но их меньше по количеству. Также в Альпах, но во Франции, дамы с прическами или волшебные дымоходы, называют их местные жители. Высота почти 15 метров. Их отличает ледниковый процесс образования грунта. На юг Франции, в Пиренеи, называются Арганы-Иль-Сюртет из-за внешнего сходства. 10-12 метров, возраст образования башен 4-5 миллионов лет. Летим в Швейцарию, в Альпы, земляные пирамиды Эузень. В 1947 году даже прорубили туннель через них. Высота от 10 до 15 метров. Массивные валуны весом до 20 тонн. Также ледниковое происхождение грунта. Теперь в Россию, на Алтай. Село Коо, Лаганский район, Республика Алтай. Называются в России они каменные грибы. Место называется урочище Ак-Курум, как белый курум, камень. Высота до 9 метров, диаметр до 2 метров, вес шляпок до 15 тонн. Среди местного населения довольно популярна легенда, что когда разрушится в ущелье последний гриб, или когда все грибные шляпки упадут, то наступит конец света на земле. Летим в далекую Японию. Столбы Авы в Японии. Префектура Токусима, остров Сикоку. Здесь более 20 больших земляных столбов в ряд. Самый маленький столб имеет высоту 10 метров, самый большой – 90 метров и имеет название Вадакуто. Далее Америка.
Наверное, это самые известные земляные столбы в мире – худу в национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта, США. Возраст осадочного слоя, с которого основаны эти столбы, составляет 250 миллионов лет. Высота достигает 60 метров. Никто их не считает. Ряд амфитеатров достигают 19 метров в длину, 5 километров в ширину и 240 метров в глубину. Худу в парке Брайс-Каньон считались окаменевшими останками древних существ, которые были наказаны за плохое поведение. Это просто что-то грандиозное. Желаю вам и нам это увидеть воочию. Возвращаемся на Балканы. Босния и Герцеговина. Фоча. Национальный парк Сутьеска. Песчаные пирамиды. Высота до 20 метров. Количество установить не удалось. И еще одна сербская соседка Болгария также является обладательницей своих столбов. Стопские пирамиды. Недалеко от села Стоп, в западной части горы Рила. Средняя высота отдельных форм 6-10 метров, максимальная 12. Некоторые увенчаны каменными блоками размером до 1 метра. Большая часть из них соединены в основании и образуют живописные и весьма разнообразные группы. Чуть не забыла еще одно самое известное место с земляными башнями. Это Каппадокия, Турция, недалеко от Чавуши. Здесь они называются волшебными дымоходами, образованные из вулканического пепла. Из них построен целый город. И даже изображены на реверсе банкноты в 50 лир. А мы едем в баню, я напомню. По дороге мы увидели интересное зрелище. Стадо свиней, перемешанных с кабанами. И непонятно, то ли это кабаны прибились к домашнему стаду, или это домашние свинки одичали. Итак, получасика, и мы в Крушумлийской бане. Это прекрасное место для завершения прогулки в холодное время года. Своими источниками была известна еще со времен Римской империи. Королевским курортом было объявлено в 1922 году. В 1982 году была построена гостиница, в которой вот недавно была сделана реконструкция. Стоимость 3000 динар для взрослого, выходной 2000 в будни. Для ребенка 1000, и это на весь день. Дают халат, полотенце, тапочки, шапочку для душа, гель для душа. Имеются фены, вполне все удобно. Отличительной особенностью этой бани являются очень теплые источники от 14 до 64 градусов. Всего 8 разных термальных бассейна с разной температурой. 2 из них прямо на улице, 1 полуоткрытый, но, возможно, он зимой закрыт. Соляная комната, детский бассейн с горкой. Нам о нем почему-то ничего не сказали, но он есть. Дорожки Кнейпа с камушками, холодной и теплой водой 20 и 50 градусов. Вода прям целебная, благотворно влияет на здоровье, особенно при ревматических, неврологических и ишемических заболеваниях периферического кровообращения, то, что связано с сосудами. Несколько бань. Финская сауна, причем 2 маленькие кабинки, 1 большая. Инфракрасная сауна. Турецкий хамам, холодная пещера и холодное ведро для контрастных процедур. Топидариум для тех, кому нужно выспаться. На территории небольшой бар. Все как в обычном, но здесь можно попробовать пиво на пролом-воде. Пролом-вода – это вода, относящаяся к группе сильно щелочных, слабоминерализованных и гидрокарбонатных.
Поролон вода оказывает положительное воздействие при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, заболеваниях пищеварительной системы. Ой, не знаю, остается ли вся польза после приготовления, но, пожалуй, такое пиво больше нигде и не попробуешь. Очень мягкое, приятное, светлое пиво. Итак, планы на сегодня выполнены. Мы отдохнули душой и телом. Очень рекомендую и вам. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. До встречи. Чао!